Привет, друзья! И в этом видео покажу свою сделку по токену AIK между BingX и MEX, покажу, сколько в итоге получилось заработать, и в конце видео расскажу, как искать такие спреды, чтобы зарабатывать на арбитраже криптовалюты. Видео будет очень интересным и полезным, поэтому влепите ему лайк, подпишитесь, чтобы не пропускать новые видосики, а мы погнали! Сделку я записал заранее, у нас был спред между BingX и MEX. На BingX я токен покупал, на экране увидите, что был жесткий памп, то есть у нас постоянно какие-то объемы заходят, раз в какое-то время заходят объемы и заносят в токен. И смотрите, вот на этом пампе я зашел, покупил, получается, на споте, а на Мексе начал шортить. И таким образом спред был около 10%. Вот ордера на бирже BingX, то есть мы видим, вот что я покупал токен AIK на 5000 токенов по цене 0.2139. Вот. А на Мексе шортил, сейчас тоже покажу по какой цене. А шорт по токену AIK на 5000 токенов я открыл по цене 23.70. Соответственно, у нас спред 10%, и мы с вами его забираем между биржами MEX и BingX. На Мексе мы шортим, так как там цена гораздо выше, а на BingX мы покупаем, потому что там токен стоит дешевле. При этом мы можем, кстати, с BingX перевести на MEX, что я и сделаю в этом видосике. Я переведу токены на MEX и продам там дороже, потому что у нас есть спред и на споте тоже. Вот итоговый спред получился 10.76. Я ввел данную таблицу, сколько токенов купил, по какой цене зашел. 10.76 спред. Мы можем забрать 115 баксов, но посмотрим, сколько в итоге получится, потому что нужно сделку еще закрыть. А закрыть можно не так выгодно, поэтому посмотрим, как получится. И я жду схождения спреда, когда у нас токены сойдутся. В принципе, уже можно выводить токены из BingX на биржу MEX, так как там токен стоит дороже. Сейчас посмотрим, заходим на AIK и видим, что токен на MEX стоит 23.56, а покупали мы по 21.38-39. Вот, поэтому у нас есть спред, который мы с вами можем зафиксировать путем перевода между биржами, межбиржевой арбитраж, там обычный спотовый арбитраж, то есть купили на одной бирже дешевле, перевели на другую, продали дороже, забрали себе спред в карман. А шорт у нас на MEX для того, чтобы хеджировать нашу позицию, потому что так как у нас есть токен на споте, мы находимся в рискованной позиции. Если токен резко упадет, то мы окажемся в минусе, поэтому мы открываем шорт, чтобы если в случае того, что токен будет опускаться, у нас как бы есть шортовая позиция, которая перекроет убытки со спота. Как видите, на BingX постоянно, вот реально там каждые 5 минут примерно заходят объемы, то есть бот какой-то, либо маркетмейкер постоянно токен пополняет объемами, и из-за этого происходят такие вот резкие всплески, разницы между другими биржами, и мы с вами это можем забирать и забирать такие вот неэффективности и зарабатывать на этом. Так, теперь я вывожу токены AIK с BingX на MEX. На MEX выбираю токен AIK и сейчас буду заносить токен, то есть выбираем токен, выбираем сеть, он в BSK сети находится, копируем адрес, переходим на BingX и отправляем токены по сети BNB. Там у нас комиссии дешевые, поэтому как бы без проблем можно перевести, еще быстрая сеть, поэтому вообще супер. Быстренько перевели, заплатили небольшую комиссию и с вами заработали. Также на бирже MEX есть такая фишка, то есть вы когда выводите токены и депозит еще полностью не перевелся, при этом уже на бирже MEX он доступен, то есть даже пока токены вам еще не пришли, но уже депозит отправлен, вы уже можете использовать токены. Вот я могу 5000 токенов продать, но мы не будем продавать сразу по рынку, потому что это закроет нашу сделку невыгодно, будем закрываться лимитками. То есть вот я смотрю в стакан и смотрю, кому я могу продать 1000 токенов. Вижу вот 1000 токенов, что можно продать в принципе человеку, и закрываю шорт на 1000 токенов. Соответственно, на споте мы точно так же должны на 1000 токенов продать. То есть мы закрываем позиции одновременно. Как и открывали там на 5000 токенов шорт, на 5000 токенов спот, так и закрываем постепенно. По 1000 токенов я выхожу. Опять же, если там какой-то токен, который стоит больше, меньше, то есть вы там сами смотрите в стакане и смотрите, кому вы можете продать. Здесь вот отображается стакан на бирже MEX и смотрите вот сколько токенов кто готов сейчас купить. И соответственно этим людям продаете. Опять же, если у вас большой объем позиции, то всегда лучше выходить лимитками. Так вы гораздо лучше закроете свою сделку и получите больше спред на выходе. Вот, допустим, если сейчас смотреть на бирже MEX, то книгу ордеров мы смотрим, что у нас нет особо токенов на покупку, то есть мы не можем продать. Видите, тут про это покупают по 50, по 52 токена, то есть очень маленькое. А у нас 2000 токенов осталось, поэтому нам нужен кто-то, кто сможет купить наш объем. И вот если мы опять же закроем по маркету, то мы просто все эти ордера маленькие вот собираем и в итоге закрываемся невыгодно. Поэтому ждем, когда кто-нибудь выставит большой ордер на покупку, и мы свои 2000 токенов ему продаем. Как мы видим, в стакане появился какой-то крупный продавец вместе с нами. Скорее всего, кто-то тоже арбитражит, вот он 5000 токенов продает. Кто-то тоже заметил такой спред и решил зайти в сделку. Но ничего, подождем немножко. Сейчас наша сделка должна исполниться, и мы закроем полностью, зафиксируем и посчитаем, сколько в итоге получилось заработать. Пока что у нас 115 показывает итоговую прибыль, но посмотрим, как мы закроемся. Может быть, гораздо меньше выйдет, а может наоборот больше. Так, цена у нас начала опускаться, поэтому это хорошая возможность, чтобы сейчас закрыть позицию. Как раз таки у нас еще шорт открыт, мы его закрываем и спот закрываем. Но вот резкий пришел памп, и уже как бы, блин, уже не успели мы закрыться. Ладно, закрываем так. Все, короче, закрыли позицию, закрыли шорты, продали спот полностью. Да, могли чуть лучше закрыться, но из-за того, что произошел резкий памп, то, к сожалению, сделку мы закрыли не так хорошо, как хотелось бы. И давайте теперь посчитаем, сколько в итоге получилось заработать. Так как мы на споте продавали лимитками, то нам нужно высчитать среднюю цену продажи, потому что на споте средняя цена продажи не указывается. Показывается цена заполнения, то есть по какой вы продали и сколько токенов продавали. Поэтому считаем среднюю цену. На фьючерсах уже средняя цена закрытия посчитана и вносим это все в мою таблицу. Данные внесли, в итоге мы получили $73.50
51 цент. Там показывало, что могли заработать 115 баксов, но, к сожалению, из-за того, что произошел резкий памп, я не так вкусно закрыл позицию, получил забрать $73,5. В принципе, тоже неплохо, поэтому пойдет как бы, на кофе пойдет. Это, в принципе, сделка длилась недолго, буквально за там 10 минут мы зашли, подождали, вышли и забрали профит себе на кофе $73. Вкусно, вкусно. Объем сделки был около 2400 баксов, и, соответственно, вот так вот быстро можно заработать на арбитраже криптовалюты. А сейчас вам покажу сервис, благодаря которому можно искать такие спреды. Автоматически он за вас будет искать такие спреды, вы просто задали параметры, и сервис вам выдает готовые сделки, вам лишь нужно зайти и забрать профит. И я, конечно же, говорю про арбитраж сканер. Это супер удобный сайт, где вы можете задавать параметры, вот параметры, фильтры, задаете биржи, на которые хотите арбитражить, биржи продажи, биржи покупки настраиваете здесь, whitelist, токены, которые хотите арбитражить, токены, на которых не хотите арбитражить, минимальный профит можно выставить, минимальную сумму транзакций, максимальный профит, стратегию выбрать. Я вот обычно арбитражу на фьючерсах, либо спот плюс фьючерс, вот выбираю спот плюс фьючерс, либо фьючерс плюс фьючерс. Также есть фьючерс плюс спот, также другие настройки, максимальный файндинг спред, минимальное время жизни сделки и другие параметры. Они же у нас уже таблица, в которой отображаются сделки. Давайте поставлю, чтобы она не обновлялась. И мы видим, что у нас есть сделки по токену ZEC между Poloniex и другими биржами. То есть на Poloniex цена провалилась, а на других биржах она гораздо дороже, и спред у нас 13,5%. Также есть по токену CARV между KuCoin Futures и фьючерсами на других биржах. То есть на KuCoin фьючерсах цена провалилась, а на других биржах цена гораздо выше. Соответственно, мы на KuCoin лонгуем, на других биржах шортим. Когда спред сходится, мы закрываем позицию и фиксируем профит. Тут у нас показывает профит по сделке 4,2%. 4,27, 4,28. В принципе, такую вкусную сделочку можно забрать. По токену Коти тоже между KuCoin и Gate. На KuCoin цена провалилась, на других биржах она гораздо дороже, поэтому как бы можно забрать. По RAI, по Lung, то есть по разным токенам здесь отображается. Также не добавили новую вкладку Open Spread, можно посмотреть. И вы можете посмотреть историю спреда, то есть можно посмотреть, как себя токен вел до этого. Видим, что какие-то резкие были скачки спреда, и можно такие скачки забирать. Конечно, нужно сидеть мониторить постоянно. Это у нас еще минутный график. Но в любом случае на ZEC часто бывает спред, и здесь это можно следить по истории. Также тут отображается разная другая статистика, и можно по разным биржам посмотреть. Помимо фьючерсного и спот-фьючерсного арбитража, здесь есть арбитраж межбиржевой, то есть между биржами. Купили на одну биржу дешевле, перевели на другую, продали дороже, как в случае с токеном AIK. Я купил на BingX, перевел на MEX, продал дороже, закрыл шорт, зафиксировал профит. Такие сделки можно искать с помощью арбитраж сканера точно так же. Настройка фильтров, под себя настраиваете биржи, депозит, минимальный профит, максимальный профит, и здесь отображаются сделки. Опять же, по токену Lung есть сделки на разных биржах. Тред какой-то между Bitgate, KuCoin 1%, Troll, между HTX Gate, Polk, KuCoin MEX, Gate MEX. Вот давайте, кстати, посмотрим как раз таки вот эту сделочку. А, нет, кстати, у нас разные сети депозита, да, не получится зайти. Также важно смотреть, чтобы сеть депозита была одинаковая, то есть чтобы вы выводили BNB и депозитили тоже BNB, потому что если вы из BNB переведете в эфириум, то токены не придут. Поэтому обязательно смотрите, чтобы были одинаковые сети. Вот как здесь, видите? Тут, как, конечно же, 1% профита не так вкусно, но между эфириум и эфириум вот эту сделку можно провести. И вот эту сделку по токену Troll тоже можно провести. Но также учитывайте комиссии. Здесь на арбитраж сканер тоже пишется комиссия, поэтому если вы арбитражите с маленькой суммой, то комиссии могут съесть ваш профит. Поэтому внимательно считайте комиссии заранее. Здесь на арбитраж сканере это все указывается. Помимо этого здесь есть фандинг рейсы. Вы можете арбитражить на фандинге. Вот, кстати, по токену Dark хороший фандинг между Gate и L-Bank, допустим, да. То есть на Gate мы лонгуем, потому что фандинг отрицательный, значит очень много шортистов. И когда очень много шортистов, фандинг переходит в отрицательную стадию. И чем больше он отрицательный, тем больше шортистов будут платить лонгистам. И соответственно мы на Gate лонгуем, на L-Bank шортим. Здесь фандинг менее отрицательный, да, он будет с нас списываться. Тут на Gate выплачивают фандинг, а тут с нас списывают. Но из-за разницы между фандингами спред 1.18 мы с вами зарабатываем. Поэтому у нас на канале, кстати, есть кейсы, есть вкладочки плейлисты, вкладочка на канале плейлисты, переходите, там есть кейсы по фандингу, по спот фьючерсам, по межбиржевому арбитражу. Поэтому смотрите кейсы, вот как я зарабатывал, и учитесь на примерах. Поэтому тут тоже это можно заниматься арбитражом. Абсолютно бесплатная вкладочка, то есть заходите, смотрите фандинги и зарабатываете на арбитраже фандинга. Помимо этого есть еще DEX сканер, то есть вы можете арбитраж между CEX, DEX, арбитраж скринер. Можете настроить уведомления себе в телеграм-канал, и вам не нужно сидеть постоянно мониторить спреды, потому что вам приходит уведомление, зашли в сделку, забрали профит, все. Максимально быстро это можно делать. Также у меня есть секретный промокод, который я вам сейчас расскажу. Называется он Никита Арбитраж, находится он в описании, ныряйте, переходите по моей ссылке. Этот промокод вам дает дополнительных 30% дней к подписке, и также я вам возвращаю 30% стоимости. То есть, допустим, подписка на 3 месяца старт стоит 252 бакса, я вам возвращаю 30%. Если вы перешли по моей ссылке, купили подписку, пишите мне в телеграме, контакты находятся ниже, и я вам верну 30% стоимости. Вот такой вот подгончик для вас сделал, договорился с арбитраж сканером, поэтому используйте и выгодно покупайте подписку, занимайтесь арбитражом и зарабатывайте кэш. Также у них есть закрытое сообщество. Если вы покупаете подписку Guru, вы вступаете в приватный чат, где люди делятся своими сигналами по арбитражу, рассказывают, как они арбитражат, обмениваются информацией. Поэтому те, кто хотят заниматься прям профессионально, углубленно, только на арбитраже зарабатывать, покупайте Guru, вступайте в приватный чат и рубите
любите капусту. Ну что, такой вот обзор сделки получился, такой видос. Мы, скорее всего, с вами больше не увидимся, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видосики. Обязательно поставьте лайк, делитесь видео с друзьями, смотрите другие ролики на нашем канале. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!